Что она чувствует, когда ты рядом с ней? Давай посмотрим вместе. Новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Каждый загадывайте, может быть, какую-то определенную женщину, если она у вас есть. Если же у вас своей женщины нет, то здесь может проиграться какая-то другая дама, которая есть в вашем окружении. Мы сейчас будем более подробно об этом разговаривать. Итак, многие из вас начали жизнь как бы с чистого листа, да? Кто-то, возможно, сейчас планирует грандиозные какие-то перемены, переезды, может быть, кто-то хочет сменить свой статус, да, жениться, развестись. Кто-то хочет уехать, переехать, сменить работу. В общем, у каждого это свои какие-то грандиозные планы. Возможно, вы уже осуществили, кто-то может находиться пока еще в таких небольших колебаниях, но уже такая цель есть, возможно, мечта. Но немножко может присутствовать страх, да, страх вот перемен. Могут быть еще такие моменты, как накручивание себя, да, потому что, вы такой человек, который любите слишком много думать, размышлять, и порой приходите к тупику, да, вот вы заводите сами себя иногда своими мыслями в тупик. Тоже может эта ситуация проиграться. У кого-то из вас мне сразу же показано, что появилась, может быть, у кого раньше, у кого позже, новая любимая женщина. Это женщина, которая действительно зацепила вашу душу. Это женщина, которая, как бы входит в ваши дальнейшие планы, да, то есть у вас чувства зарождаются. Здесь может, смотрите, как проиграться. Либо же это уже новая, да, вот только-только начались отношения. У кого-то может проиграться, что еще отношений нет, но эта дама уже из вашего окружения, она уже опять-таки ваше сердечко затронула. То есть у кого как проиграется. То есть вот, допустим, вы там работаете, либо живете где-то с какой-то дамой, которая вам очень симпатична, но пока как таковых отношений нет. Поэтому у кого как срезонирует. Ну и как раз давайте по этому поводу сделаем маленький опрос. Напишите, пожалуйста, все пишите, абсолютно все. Вы знаете, чем больше вашей активности, комментариев, лайков, когда вы делитесь этими видео, тем лучше для канала. И мне всегда безумно интересно читать все ваши истории, ваши ответы. Вы знаете, что я всегда хотя бы смайликом, но я хоть как-то отреагирую, да, что я прочитала ваши сообщения, потому что всем отвечать полностью, у меня просто не хватит времени на это. Далее, вы человек, который вот любит такое, знаете, стабильность, спокойствие. Вам уже надоело куда-то бежать, спешить. Это уже пройденный этап, хочется какого-то покоя, хочется семейного тепла, уюта, ну и, конечно же, любимой женщины. Поскольку у вас уже у кого-то на примете, да, вот появилась любимая женщина, либо же уже где-то на горизонте, да, может быть, вы еще пока стесняетесь кто-то подойти, кто-то еще колеблется, но все равно уже в планы это входит. Уже вы, пусть в шаге, но уже ближе, может быть, к своему такому вот личному счастью. Что еще у вас проиграется? По финансам, в принципе, в большинстве своем, да, хоть это и общий расклад, но большинство из вас, в общем-то, деньги имеют. И я не скажу, что вы миллионы с неба, там, звезды с неба хватаете, но все равно деньги, которые вам, в общем-то, падают, да, в вашу копилочку, ваш кошелечек. В общем-то, они удовлетворяют многие ваши потребности, хотя, конечно, хочется большего, но пока на горизонте, я не вижу, чтобы были какие-то другие, либо же вакансии, либо другие возможности подработать. Когда они у вас появляются, вы сразу же без раздумий даже можете брать какую-то подработку, да, вы, в общем-то, не лентяй, вы соглашаетесь на любые работы, поэтому все, что вы достигли, заработано исключительно своим трудом.
заработано и, может быть, даже у кого-то отложено, да, вот на всякий случай. Кто-то это называет на черный день, но я не люблю это выражение, пусть будет на всякий случай, да, то есть денежка про запас есть, вы человек, который не транжирит деньги и очень так рационально используете. Но опять-таки у нас сигнификация, ребята, выпадает, что у вас есть, помимо интуиции, какие-то магические способности. Я уже, в общем-то, даже не удивляюсь, поскольку многие меня регулярно смотрят. Большое вам спасибо за это. Но я опять-таки возвращаюсь к этому вопросу. И как раз касательно тех, кто боится, опасается как-то, может быть, пытается всячески застопорить вот это свое развитие в магическом плане. Может быть, даже кто-то изучает Таро. Вот не бойтесь, ребят, это ваше такое классное супер подспорье будет. Во-первых, вы будете и сами себе помогать, да, вот разными моментами, я не буду их оглашать. Плюс вы можете людям помогать, кто-то, может быть, подзаработает. Даже если вы тоже Таро изучите, вы можете сами даже вот разложить, да, в какой-то ситуации. И будете знать, вот пойти вам направо, либо пойти налево, как вам поступить, что будет, да. И это, в общем-то, облегчает вашу жизнь. Ну, облегчит, вернее, если вы этим будете заниматься. Итак, мои хорошие, давайте-ка смотреть, что же чувствует женщина, когда вы рядом с ней. Ну, для начала нам нужно выяснить, какая же женщина к нам сегодня пришла на расклад. Кто же она? Ух ты! Смотрите, эту женщину вы точно знаете. Вот мне показано, что вы, возможно, даже кто-то скучает за этой женщиной. Давайте сейчас еще уточним. 100% есть у кого-то из вас либо уже чувство к этой женщине, это то, что я говорила в сигнификации в начале расклада, либо же вы к ней присматриваетесь, но опять же сердечко ёкает. У кого-то, опять же, может проиграться, что эта женщина вот в интернете, в переписке, в общении, она далеко может жить от вас, но она вам очень нравится. Вы, возможно, поставили планы, да, вот, ну, планируете, что вы с ней будете постепенно сближаться, вы хотите развивать с ней вот отношения, вы, вот если она далеко, да, вы планируете к ней поехать, как-то встретиться, она вас очень привлекает, она интересная, она такая, знаете, она вроде бы с виду и обычная женщина, ну да, милая, симпатичная, но я не скажу, что она прям чем-то так выделяется, супер-пупер, да, вот именно если внешность. Но вас в ней заинтересовала вот не внешность, а вот именно какая-то вот душевная такая человеческая составляющая. Это может быть ее характер. И даже если это переписка, неважно, хоть в жизни, хоть в переписке, все равно вот вы, когда с людьми общаетесь, вы в самых банальных разговорах, вы ведь чувствуете, вы улавливаете, вы читаете между строк, чем человек дышит, да, что она хочет, как она рассуждает о людях, да, какие-то ее такие мысли, вы тоже это все улавливаете. Поэтому вот она вам импонирует как человек. Есть в ней какая-то человечность, есть такая искренность, доброта, вот то, чего вам так давно не хватало. И знаете, вот почему-то даже, возможно, вы не задумываетесь о том, что она какая-то продуманная, она корыстная. Она настолько вот к себе располагает, она настолько вот такой чистый, открытый человечек. Может быть, даже вот она первая, о ком вы не думаете вот в каких-то таких опасениях, да, по поводу этой женщины вы точно не заморачиваетесь, что а вдруг она там хочет много денег, а вдруг я ей этого не дам, ну, то есть в этом ключе. Это, наверное, первая все-таки женщина, потому что раньше у вас были опасения по поводу того, что а вдруг это будет опять кидалово, разводняк, да, вот, потому что уже был у вас негативный опыт с другой женщиной раньше. Эта женщина у вас судьбоносная.
Она моложавая, она либо же ну, достаточно неплохо за собой ухаживает, она может моложе выглядеть. Ну, скорее это возраст от 30, ну, может быть, до 40 плюс-минус. Эта женщина, скорее она ближе к темноволосым. Это женщина, которая умна, образована. И еще раз повторюсь, вас совершенно не внешность ну, заинтересовала, да? А вот именно человеческая такая составляющая, искренность, женственность, то, чего нет сейчас, к сожалению, у многих женщин. Давайте-ка теперь посмотрим, что же она все-таки чувствует, когда вот вы рядом. Если это переписка, то что она чувствует вот в эти минуты, когда вы с ней переписываетесь. Потому что переписка это ведь тоже общение. И по этим вроде бы банальным смс можно очень много всего сказать о человеке. Даже потому, как человек отвечает. Быстро, долго. Ну, то есть я не буду сейчас вам здесь лекции вести, но психология на самом деле... Но это такая очень интересная наука. Поэтому я всем вам рекомендую, а вы, конечно, уже сами будете решать, увлекаться психологией или нет, особенно психология взаимоотношений. Я сейчас просто буквально 2 минуточки отступлю, потому что ну, это важная составляющая нашей жизни. Психология на самом деле, она вокруг нас. Просто те, кто не знает, вы не обращаете внимания, да, на какие-то повадки человека, на какие-то реакции, как он сказал, как он сделал, как даже вот на мимику, ну, по любому жесту можно много чего сказать о человеке. Хоть это и не совсем психология, да, но это все равно, это входит в психологию, да, мимика, пантомимика, как человек реагирует. Даже какие открыточки вам дарит, какие смайлики присылает, это все, в общем-то, можно проанализировать и много чего сказать. Ну, погнали. Что же все-таки эта женщина чувствует, когда вот она с вами общается? Вот почему-то вы ее окрыляете. Вот я не знаю, конечно, у каждого своя ситуация будет, о чем вы с ней общаетесь, но что-то такое вы ей даете, либо говорите. При вашем общении, может быть, это комплименты, может быть, вы хвалите, вот как ты классно выглядишь, да, если это в жизни. А если это даже в интернете, вы можете сказать, ты там так суперски выглядишь на фотографиях, либо же там по видеосвязи, да, вы, может, делаете какие-то комплименты, вот вы ее как-то бодрите, вы вселяете ей уверенность, вы делаете ее королевой. Вот она чувствует себя просто императрицей, когда она рядом с вами. И я вам скажу, что она на самом деле, она мечтает таки стать вашей императрицей. Ну, понятно, что не сегодня и не завтра. Это очень такой длительный, может быть, процесс. Но когда она с вами общается, она, может быть, даже представляет, как вы вместе. Она представляет вас парой. Может даже у кого-то проиграться, что она вас представляет своим будущим мужем. То есть ей настолько хорошо с вами, вот просто, казалось бы, общаться. У вас с ней нет ни постели, ничего. Поэтому подумайте, у кого есть уже такая женщина, неважно, в интернете, в жизни, да, у кого срезонирует, у кому, может быть, сегодня не подойдет расклад. Поэтому не огорчайтесь, значит, ваш расклад будет следующий. Либо же на личный, конечно же, расклад записывайтесь. Эта женщина, вот знаете, она какая-то такая вот своеобразная, что ли, ну в хорошем смысле слова. Она очень интересная. Есть в ней, возможно, даже какая-то доля стеснительности, какая-то вот застенчивость, чего, наверное, многим женщинам уже не свойственно. Вот почему-то у нас настолько мир перевернулся, что наши окружающие, вот многие женщины, вот они потеряли этот стыд, они потеряли застенчивость. Да? Вы сами прекрасно видите, и не мне вам говорить, как обнаглели многие женщины. Да? Я не говорю о всех. Есть хорошие, есть застенчивые, но их так мало осталось. Вот раньше как-то их было больше. Вот посмотрите, даже фильмы какие были, да? Чистые, какие-то добрые такие, наивные порой. А сейчас, ну, это кардинальная противоположность.
Что она еще чувствует? Вот она чувствует от вас вот какую-то такую, знаете, мужскую силу, что ли, надежность. Вот она уверена, что если она будет с вами, но она реально будет полностью защищена. Вот есть какая-то надежность в вас, которую считывают женщины. Я уже много раз говорила, энергетически. Это считывается все энергетически. Она скорее разведена, эта женщина. Здесь был развод, причем развод сложный, развод тяжелый. Очень опасается повторения. Ну, оставил след этот развод, и, в общем-то, это не удивительно. Уже какой-то период прошел, это не недавно она развелась, она была какой-то период даже совершенно без мужчин, без отношений. Опять же, это, ну, говорит о том, что она женщина, которая не будет прыгать на первого попавшегося, потому что она серьезная, потому что она не такая легкомысленная, она не относится к девочкам для развлечения, поэтому... Вот она ждет по жизни принца, да, вот. И этим принцем ей бы хотелось, чтобы стали вы. И неважно, с конем, без коня. Знаете, вот у вас может все сложиться, причем, как окажется, что эта женщина, вот она, да, тихая, скромная, но когда вы с ней сблизитесь, она такая... Юла, живчик, я не знаю, как назвать, такая очень активная, очень страстная, очень сексуальная. Будете очень довольны в интимном плане. Бобик будет, как всегда, визжать от счастья, если у вас дойдет до этого, да, потому что мало ли, может быть, кто-то не захочет дойти до этого финала. Эта женщина, вот она, поскольку она выпала вам по судьбе, она все-таки останется в вашей жизни, останется для того, чтобы, наверное, все-таки наградить вас. Вот она, я бы смело вот назвала эту женщину наградой небес для вас. Для того, чтобы вот наградить за все ваши какие-то страдания, за все ваши испытания, которые вы перенесли по жизни. Их у вас было предостаточно. Не хочу углубляться сильно в негатив, вы сами прекрасно знаете, я просто в общем вижу, что много настрадались вы, у каждого это своя боль, свое страдание. Не хочу бередить ваши раны, будем говорить о хорошем, да, настрой на позитив, я всегда стараюсь как-то вот вас немножечко взбодрить, да, чтобы вы ожили, чтобы появился смысл жизни у вас, чтобы вы поняли, что жизнь продолжается, и она не заключается в какой-то одной предательнице, которая когда-то была в вашей жизни, а потом вставила нож в спину. Поэтому, мои дорогие, в вашей жизни уже, в общем-то, у кого проиграется, конечно, есть такая женщина, которая станет вашей спасительницей, это одиночество, вашей такой, я не знаю, Вселенной, вашим миром, с которой вам будет хорошо, легко и просто общаться. А главное, что она абсолютно без понтов, абсолютно без каких-то заморочек по поводу денег. Вот она простая как 5 копеек, но потрясающе добрая и женственная. Ну а чего еще и нужно, да? Вы в основном уже и смотрите на человеческие качества. Вы смотрите на то, какой она человек, на то, насколько она умеет общаться с людьми, да, насколько она добрая, заботливая, нежная. Да, вот такие моменты сейчас у вас стоят на первом месте. И эта женщина, она в полной мере вам докажет, что она соответствует всем вашим предпочтениям. Ну и, конечно же, я вам всем желаю поскорее стать любимыми и счастливыми. Ну а кому понравился сегодня расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!